Добрый день, дорогие близнецы! Добро пожаловать на мой канал, и это ваш гороскоп на весну 2026 года. Да, друзья, присаживайтесь поудобнее. Астрономическая весна у нас начинается с 20 марта и продлится до 21 июня. Что же в этот период нас с вами ждет? Ну, во-первых, астрономический Новый год, как все вы знаете, 20 марта, 21 заканчивается ретроградный Меркурий, новолуние, полнолуние каждый месяц нас с вами ждет. В апреле у нас Уран меняет знак, переходит в знак Близнецы, и вы, дорогие, это точно почувствуете. В мае включается ретроградный Плутон. Как влияет на Близнецов, чувствуют Близнецы первой декады. Опять же, и если такой небольшой спойлер, то весна – это такая большая подготовка к лету. И да, если вы ждете легкое, расслабленное, спокойное лето, дорогие, я тоже его жду, но оно таким не будет. Лето будет с большим количеством аспектов, большим количеством возможностей. У нас очень много планет меняет знак, уходит в ретроградное движение, и кармические узлы тоже летом меняют знак. Поэтому начнем нашу такую большую там, весеннюю подготовку в 2026 году. И да, друзья, вы можете смотреть этот гороскоп как по Солнцу и по асцендентам. Это общий гороскоп, но я буду рассказывать индивидуально как раз-таки информацию по каждой отдельной декаде для того, чтобы максимально комфортно проходить этот период, потому что то, что работает с близнецами первой декады, совершенно работает с близнецами второй и третьей декады. Не потому, что я кого-то люблю больше, а кого-то меньше, а потому что вот сейчас длина аспектов именно такая. И да, если вы смотрите по Солнцу, то близнецы первой декады, все те, кто родился в мае, близнецы второй декады, если вы родились с 1 по 10 июня, близнецы третьей декады, если вы родились с 11 июня и до знака зодиака Рак. Как правило, это 21 июня, но бывает и 20 и 22 каждый год Солнце в разный день и время меняет знак. Если вы смотрите по асценденту, тогда 30 градусов знака Близнецы делите на 3 равных отрезка. Если ваш асцендент попадает с 1 по 10 градус, это первая декада. Если с 11 по 20, вторая декада. И если с 21 по 30 градус, тогда вы третья декада Близнецов по асценденту. Ну что, дорогие, готовы? У нас буквально завтра включается астрономическая весна. Это 20 марта, если по Гринвичу, это 14 часов 38 минут, там 47 секунд. Так вот, у нас такие мощные активные дни. 19 марта – это новолуние в Рыбах. И, как могу сказать, будет влиять это новолуние на Близнецов. Близнецы первой декады, дорогие, у вас еще коммуникация, которую вы не доделали, заканчивается период ретроградного Меркурия. Он в соединении с северным кармическим узлом, в соединении с Марсом. Поэтому здесь, дорогие близнецы, конец марта может быть еще в отложенной договоренности. И если вы что-то где-то не сделали, не договорились, не решили, делайте. Конечно же, здесь будет страшно, потому что у нас как раз Лилит меняет декаду и с первой декады переходит во вторую, поэтому близнецы первой декады сейчас такое чувствуется нервное напряжение. Опять же, Нептун и Сатурн в первой декаде Овна – это благоприятные активные аспекты на новую работу, на приобретение недвижимости, на продажу, на покупку в том числе. И здесь автомобиль или недвижимость тоже сюда подходит. Поэтому близнецы первой декады, могу сказать, что у вас в этом марте такая большая мощная подготовка к движению вперед, к вашей новой жизни, к большим интересным изменениям, если вы, конечно, будете что-то в своей жизни менять. Если вы менять не хотите, тогда это будет такой очень период, вы будете его оттягивать, это будет спокойный такой период, либо нервный, без нечто происходящего. Поэтому не оттягивайте хорошие изменения в вашей жизни, они должны уже наконец-то к вам прийти, но для этого нужно приложить усилия, потому что там есть Сатурн. А Сатурн
Это ответственность, это когда мы говорим и делаем, не просто обещания раздаем. Вот так, таким будет окончание марта у близнецов первой декады. Близнецы второй декады у вас будет движение вперед, в рост, скачок. 11 марта закончилось ретроградное движение Юпитера из второй декады рака. И сейчас именно 19-20 Юпитер в потрясающем гармоничном аспекте с Марсом. И это все влияет на близнецов второй декады, поэтому все, что связано с Юпитером. Близнецы второй декады у вас будет работать и март, и апрель, забегаю вперед. Так вот, Юпитер– это повышение компетенции в своей профессиональной деятельности, в своей работе. Это расширение кругозора, причем это может быть переезд в благоприятный, в более благоприятный а, район города, благоприятный дом, например, да, благоустроенный, то есть это улучшение качества жизни, это улучшение финансовой составляющей, это переезд может быть как и в рамках города, местности такой локальной, как и за границу. Если ваша работа связана с командировками, например, или вас хотят в эти командировки направить, говорите: да, я только, я хочу. Получится хорошо. Точно так же это очень хороший аспект близнецы второй декады, например, для иммиграции, подготовки документов для иммиграции. Не могу обещать, что всю жизнь там проживете, потому что все, что сделано на Юпитере, это какой-то период времени пожить там за границей и вернуться. То есть это не постоянное перемещение. Вот такой момент могу сказать. Но однозначно это расширит ваш кругозор, привнесет вам очень много важного плюсов в вашу жизнь. Очень хорошая история здесь для того, чтобы подключать все свои связи, контакты. Так как у нас еще Юпитер идет в раке, то это расширение имущественного характера, в том числе расширение семьи, желание обзавестись ребеночком. Тоже хорошая история у близнецов второй декады, поэтому здесь все зависит от вас, дорогие кармические узлы. До января месяца шли по второй декаде девы, рыбы, поэтому вы должны были уже решиться и понять, чего вы хотите. Если вы еще до сих пор этот выбор не сделали, ну тогда включайтесь в эту весну. Очень много хороших аспектов и март, и апрель у вас для этой реализации. Опять же, сейчас скажете: Женя сказала очень много, а что именно про меня? Дорогие, это общий гороскоп. Я надеюсь, здесь все прекрасно понимают, что общий гороскоп не может быть для почти 700-800 миллионов близнецов одинаковым, понимаете, да? Поэтому, если у вас свой собственный вопрос, пишите в комментариях дату, время, место рождения, и я в режиме свободного времени отвечу. Максимально быстро, прямо сейчас явно нет, потому что если вы посмотрите на канал, вопросов достаточно много. Все те, кто не могут ждать, жду на личных консультациях. Близнецы третьей декады. У вас, дорогие, смотрите, конец марта может быть противоречивым в спорах, скандалах, судах. Опять же, здесь можно мудростью выйти из ситуации, если общаться и коммуницировать не на эмоциях, если четко, структурно решать вопросы, где-то может быть даже хитростью, где-то может быть даже мудростью. С мужчинами контакт будет строиться. Не могу сказать, что так же легко, как с женщинами, но тем не менее будут какие-то внутренние противоречия. Венера сейчас находится в квадратуре с Юпитером до 24 марта, поэтому здесь будьте аккуратны, близнецы, как раз-таки третьей декады. Если вам показалось, вам не показалось. Решайте вопросы на месте. Если вы чувствуете, что что-то не так, включайте интуицию, включайте продуманность, размах в действиях, и тогда у вас будет получаться решать какие-то спорные вопросы, дела. Желательно не доводить до суда решение вопросов каких-то. Также до 24 марта не очень хорошее время для максимальных споров, можно испортить свою репутацию. А вот после 24-го очень хорошее время начинает происходить для
знакомств, гуляний, свиданий, для того, чтобы найти своего человека в жизни, особенно если вы свободные близнецы третьей декады. Хорошее время наступает для финансов в том числе, поэтому здесь действуйте активно вперед, только подключение лучших своих качеств. Итак, это был март, в котором у нас ретроградный Меркурий до 21 марта. Но опять же, дорогие близнецы, первой, второй, третьей декады не могу сказать, что это какой-то период фатального ретроградного Меркурия. Нет, он находился, ваш управитель, в знаке Рыбы и еще будет в апреле находиться в знаке Рыбы. Поэтому все то, что вы не доделали, с кем не договорились, не смогли найти нужные слова, действия, не прийти к тому решению. Поэтому здесь могу сказать, что у всех близнецов апрель будет таким временем, когда вы можете договориться. 2 апреля у нас полнолуние, полнолуние в весах. Как будет это влиять на близнецов? На самом-то деле очень хорошо. Меркурий здесь в потрясающе гармоничном аспекте с Юпитером. Поэтому если вы будете нивелировать свои какие-то претензии, ощущение несправедливости. Вообще хочу сказать, дорогие, что справедливость – это вещь неоднозначная, смотря с какой стороны посмотреть. Поэтому имейте это в виду, принимая решение, выходя на какой-то большой мощный конфликт. Не нужно выходить на мощный конфликт, если у вас есть, знаете, вот этот внутри пожар, который хочет доказать всем справедливость. Доказывайте ситуацию, чтобы она была вам полезна в финансовом как минимум плане. Если это просто история внутреннего порыва, поверьте, вам будет на что потратить свои силы. Очень хороший будет апрель, его первая половина до 17 апреля, чуть больше, да, 17 апреля у нас запускается новый лунный цикл в Овне. Так вот, со 2 по 17 апреля это будут потрясающие 2 недели, несмотря на то, что это на убывающем лунном цикле, но все это время будет хороший аспект для того, чтобы договориться, найти лучшее верное решение, подключить связи, контакты, где-то хитростью, где-то мудростью, но у вас должно получиться решить те неприятные вопросы, которые вам хочется. И опять же, у нас с конца марта до 9 апреля на небе такой очень сильный неоднозначный аспект Венера в квадратуре с Плутоном, когда хочется больше денег, отношений и в них доказать свою правоту, когда хочется, потому что Венера еще в Тельце, и это история битвы за свой комфорт. Поэтому здесь будьте аккуратны, на справедливость смотрите с точки зрения вашей личной позиции справедливости неоднозначно. Главное, чтобы это было вам полезно, главное, чтобы это было вам в плюс. Вот такая история, потому что можно ругаться и очень сильно. Опять же, первая половина апреля для договорных отношений, а дальше у нас идет момент очень сильный, очень яркий. Если мы смотрим по декадам, да, опять же, не забываем, что 17 апреля у нас включается новый лунный цикл в Овне, и он будет либо с результатами ваших действий, либо он будет достаточно агрессивным, потому что достаточно планет будет находиться в знаке Овна. И да, у нас прямо сейчас скажу с какого, так вот как раз с 8 числа Меркурий начинает соединяться с Марсом, еще и с Нептуном и Сатурном. И это как раз-таки реализация всех ваших действий, которые вы не смогли сделать, решить в феврале и в марте 2026 года. Так вот здесь сейчас в середине апреля будет эта развязка. Время принимать взрослые сильные решения, потому что Меркурий будет в соединении с Марсом, это наши действия, Нептун – это наши желания, и Сатурн – это бюрократическая история, ответственная сторона вопроса, которую по большей части мы люди все не любим. Вот мы хотим, чтобы как-то вот оно вот само решилось и все. Но если вы хотите приземленного, мощного, основательного результата, если вы хотите работу мечты, если вы хотите приобрести недвижимость, если вы хотите жить хорошо и у вас, в принципе, битва за свое дело, отстаивайте здесь свою позицию, отстаивайте здесь свою точку зрения, но при всем при этом делать нужно много.
Делать нужно много, не расслабляться. И да, у нас с 10 апреля Марс переходит в знак Овна. Это когда нужно делать, прикладывать как можно больше усилий. С ним уже соединение Меркурий, ваш управитель. И все это добро в потрясающем аспекте с Ураном, который 26 апреля войдет в знак Близнецы, и в потрясающем аспекте с Плутоном, который уже влияет на Близнецов первой декады. Поэтому здесь, сами понимаете, планеты, про которые я сказала, эта история вообще не в легкости. Эта история, если вы решили взять большую цель, тогда будьте ответственны, будьте сильны и понимайте, что штормить может сильно. Будет казаться, что какой-то большой нереальный поток эмоций у вас будет идти, потому что хоть аспекты и гармоничны, дорогие близнецы, и первой, и второй, да и третьей декады, но, опять же, не все справляются с большим количеством гармоничных аспектов. Кто-то просто устает, и это нужно понимать. Я всегда говорю, наш планер — потрясающая история, когда мы можем приземлить свои мысли. У близнецов эта история «хочу туда, здесь, хочу все сразу объять необъятное, делать очень много дел в режиме многозадачности». Но в апреле можно немножечко устать от этого и выгореть. Поэтому не позволяйте себе в апреле уставать и выгорать. Потрясающий месяц, активный для решения устройство на новую работу, да. Покупка, продажа недвижимости — очень хорошая история, особенно если вы давно хотели разменяться, если у вас не получалось, как раз-таки получится. Приобрести просто свое первое очередное жилье точно сюда же. Приобретение автомобиля точно, да. Новая работа, если вы давно хотели, да. Но здесь нужно таки понимать, свое реальное свое реальное ощущение, не просто ощущение, свою позицию в этом мире. Если вам кажется, что вы вот такой непризнанный гений, почему-то вас не берут на работу, здесь нужно максимально честно посмотреть на себя. Понимаете, о чем я говорю, да? Возможно, нужно наработать какие-то компетенции. Апрель будет тоже хорошим месяцем для того, чтобы обучаться, переобучаться, квалифицироваться. Не у всех есть на это желание, опять же, но апрель будет на это очень хороший. Я вам рекомендую как раз-таки свои компетенции поднять. И двигаться вперед однозначно да. Если мы говорим, вот сейчас скажете у меня, это всем близнецам, по большей части, дорогие, да, это всем близнецам, потому что это аспекты вашего управителя, они как раз-таки будут мощными весь месяц, из 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 они будут очень яркой, будет эта неделя, даже больше, да, из 22 у нас как раз-таки начинаются уже напряженные аспекты Юпитера, с 24 сильнее, Юпитера с Меркурием, когда будут какие-то споры, недовольства, сомнения. Опять же, Меркурий будет в трине с Лилит, разбирайтесь со своими страхами, не идете вперед к тому, что хотите, реально заслуживаете, потому что боитесь. Лилит у нас до 13 сентября 2026 года идет по знаку Стрельца, естественно, дает оппозицию близнецам, а это страх успеха, страх, что получится, страх, что я получу то, что хочу, страх двигаться дальше, это страх масштаба, реализации. Поэтому и стоите на своем месте, никуда не идете. А весна 2026 года — это такое время изменений, когда нужно честно сказать, что вот с этими страхами мы уже жили, уже все понятно. Уже на этих должностях, на этой работе, на этой профессии я наигрался, и я хочу нечто большего. На самом-то деле нужно усложняться и брать позицию выше со своим наработанным опытом, и все у вас будет хорошо. И в ближайшие 2 года до апреля 2028 года Сатурн, который идет по Овну, как раз-таки, дорогие близнецы, будет вашу ответственность на профессиональный уровень поднимать. И здесь и приобретение недвижимости, приобретение того самого статуса, которого вы хотите, и в финансах, и позиции в обществе, и любовных отношениях в том числе, потому что гармоничный аспект Сатурна к Солнцу Близнецам — это как раз-таки и тот брак, который ведет к росту. Можно называть это как угодно, что бюрократическая сторона нашей жизни, она не имеет места, и что штамп — это так себе история. Но опять же,
опять же, когда у нас что-то такое фундаментальное в нашей жизни происходит, это всегда бюрократическая история. Сатурн– это ответственность и бюрократия. И да, идем дальше. С 15 по 24 апреля такая мощная, сильная неделя принятия решений. У вас должно получиться, если вы будете эти решения принимать. Если вы будете спорить, скандалить, оттягивать свой успех и масштаб, у вас тоже это потрясающе получится. Можете наработать себе репутацию скандалиста. И с 22 апреля по, сейчас даже дату скажу, по 1 мая очень хорошая история для того, чтобы испортить свою репутацию, откатиться назад, потратить, например, все свои финансы, средства, начать общаться не с теми людьми. В общем, здесь не уходите вот в такие а, минусовые истории. Вот такая история, дорогие близнецы. Что еще хочу сказать? 17 апреля у нас включается новый лунный цикл. Уже говорила, что на Солнце и Луна в Овне, почти все планеты у нас в Овне, и Сатурн, и Меркурий, и Марс, и Нептун. Очень хорошо это будет влиять на близнецов первой декады, третьей декады, движение, рост, развитие. У близнецов второй декады масштаб этот лунный цикл будет еще больше. И если смотреть по нарастающим лунным циклам, который у нас будет, апрель это такой, с 17 апреля по 16 мая, это такой еще больше, то есть если смотреть, вот мартовский лунный цикл начинается, да, с марта по апрель, вот ступенька с апреля по май выше, и следующий лунный цикл, который у нас будет в июне, да, с мая по июнь, он еще будет ярче. И здесь я не могу сказать, что нужно сидеть, ждать, надеяться на чего-то там, нет. Здесь нужно максимально включиться для того, чтобы сделать все то, что вы давным-давно хотели. И да, если мы говорим про события мая, то, во-первых, у нас полнолуние. Полнолуние у нас 1-2 мая. Все зависит от того полушария, в котором вы живете. Оно у нас в Скорпионе. Могу сказать, что всем захочется очень многого. Опять же, у нас за то, как нам хочется, отвечает Венера, а Венера у нас будет как раз-таки идти по знаку Близнецы аж момента как раз перед тем, как Уран поменяет знак, это с 24 апреля. У меня есть большое видео, кстати, как Уран меняет знак. Я думаю, что все те, кто смотрит мой канал, уже его прекрасно видели. 26 апреля 2026 года. Красивая дата, правда? У нас Уран в соединении с Венерой меняет знак, переходит в Близнецы. На ближайшие 7 лет очень сильно изменится наша с вами жизнь. У Близнецов изменится невероятно. Так вот, соединение Урана с Солнцем– это всегда момент, когда мы перестаем спать, потому что наша жизнь начинает ускоряться, начинают стремительно меняться события. И понимаете, да, почему я говорила, что каждый лунный цикл у нас будет по нарастающей. Для близнецов так вообще. И здесь понимаете, что начинаются виражи, в жизни начинают происходить очень быстро события, когда мы не успеваем отдыхать, перезагружаться, находить себе время для отдыха. Здесь история взлетов и падений. Как правило, бывает, кто-то не выдерживает это настроение. А так как у нас еще Уран меняет знак в соединении с Венерой, это история, во-первых, финансов, плюсов и минусов. В точности все зависит от того, как вам захочется действовать. Как правило, всегда есть желание такой легкости от всего отказаться, сказать, я устал, я ухожу. Но опять же, с 24 апреля Венера у нас будет идти по знаку Близнецы, так еще и в мае она будет еще в оппозиции с Лилит. Это наши страхи, сомнения. Здесь же и наши отношения. Поэтому могут претерпевать изменения наши отношения, дорогие близнецы. Поэтому здесь будьте аккуратны, потому что цикл у Венеры в том числе непростой будет в этом мае и июне. В конце мая и июня однозначно будут сложности в отношениях у близнецов, будут страхи, сомнения, здесь же и финансы. Как прожить этот сложный период, опять же,
Я говорила, что весна не лучшее время тратить по прихоти деньги, лучше оставлять, копить, либо приобретать что-то такое большое, мощное, фундаментальное. Опять же, если мы говорим про недвижимость, то у близнецов первой декады приобретение недвижимости будет до начала мая, то есть Сатурн по первой декаде Овна идет до начала мая, поэтому если у вас есть вопрос приобретения недвижимости, очень хороший момент. Сюда же и новая должность, новая работа, которая будет приносить вам очень хороший доход. Пусть и сначала, например, вы устроитесь, и это будут скромные деньги, но гармоничный аспект Сатурна всегда дает, хоть и не резкий взлет, но подъем, стабильный рост и увеличение финансов. Поэтому здесь, близнецы первой декады, понимаете, май, июнь, июль и август эта история будет работать очень хорошо на приобретение недвижимости с близнецами второй декады, август и сентябрь сюда же. Поэтому забегаю вперед. Потом Сатурн развернется в ретроградном движении, снова вернется в первую декаду близнецов, но он не дойдет до первых градусов, поэтому если вы близнецы первой декады и родились там 20, 21, 22, 23, 24 мая, до вас он обратно не дойдет. Понимаете, о чем я говорю? Вот, приобретайте, делайте это решение сейчас. Что касательно финансов, рассказала. Близнецы третьей декады для вас вот прям большой мощный рост финансов и приобретение недвижимости к вам придет весной 2027 года. Там аспект Сатурна как раз-таки будет благоприятен к вам. И там практически весь год Сатурн будет по третьей декаде близнецов туда-сюда аспект делать. Вот такая история. И зима 2026-2027 года для близнецов второй декады, в том числе, если вы не смотрели мое видео «Сатурн в Овне». И идем дальше. В мае история будет нестабильная с финансами и в отношениях. В тот момент, когда в апреле Венера перейдет в знак Близнецы, здесь захочется легкости, ни за что не отвечать, ничего не решать, от всего уйти, от всей ответственности. Но помните, в финансах тоже захочется вложить в какие-то быстрые проекты, которые вот вроде как говорят, что они получатся хорошо. Опять же, дорогие, смотрите, пока Венера идет в соединении с Ураном, хорошая история вложиться в какой-то IT-проект, но если вы в этом ничего не понимаете, и это какая-то новая история радужных моментов, обязательно вам говорю, что здесь должен быть обязательно стабильный момент. И если это какая-то криптовалюта, в которой вы ничего не соображаете, но все говорят, что это какая-то классная история, подождите, здесь вообще нет никакой стабильности. Здесь обязательно должно быть четкое приземление, приземление к финансам. Не получится легкая история, просто IT вот такая реализация своей мечты, идей. Нет, это должно быть приземлено бюрократически. То есть в случае чего должны быть какие-то возвраты по финансам. Иначе здесь Венера у нас в конце апреля и в мае встает в благоприятный аспект с Нептуном, а это история иллюзорности розовых очков, когда нам хочется верить, что у нас получится, но по факту мы попадаем на какие-то истории иллюзорные, мошеннические схемы, которые плохо не окончатся. Ну, то есть вы в великих долгах не будете, что-то у вас с этим получится решить, но тем не менее следом идет аспект Сатурна, когда получится что-то решить. Но, опять же, тех самых денег, которые хочется заработать, это должны быть большие, мощные, сильные проекты, но стабильно бюрократически оформлены. Называйте это, вот понимаете, как угодно, но только так. И понимаете, весь май, он такой. И со 2 мая у нас Венера входит в оппозицию с Лилит, когда нам захочется, а близнецам и первой, и второй, и третьей декады, потому что Венера по всем градусам близнецов пройдет, когда захочется вот какой-то такой легкости, захочется как-то вот быстро в сказку окунуться, да, и слить свой потенциал. Не сливайте, двигайтесь дальше, потому что, опять же говорю, эта история должна быть стабильная в мае, хорошо, продуктивно делаем, действуем вперед, и тогда будет очень хорошо. Будьте внимательны, потому что у нас 16
16-17 мая у нас на небе включается новолуние. Это новый лунный цикл, он у нас будет в Тельце, а Телец – это знак приземленности, когда Солнце и Луна в Тельце с Меркурием еще, а Уран уже в Близнецах. Естественно, Близнецы будут это все очень хорошо ощущать. И вот здесь, 17 марта, Венера как раз-таки становится в квадратуру с Ураном, когда все наши легкие вопросики, желания легкости будут нам уже аукаться очень сложно. Здесь же и истории выхода из отношений, какие-то сложные выходы, какие-то различные депрессивные состояния могут быть. И эта история продлится аж до 6 июня, забегая вперед, потому что с 17 по 27 мая у нас Венера будет в квадратуре с Нептуном, а потом она с 27 мая по 6 июня будет в квадратуре с Сатурном, когда еще бюрократическая история, ощущение одиночества, наши потерянные деньги куда-то уйдут не туда. Здесь может быть история охлаждения к своей работе, к профессии. Подождите немножечко, этот аспект распадется. Опять же, Опять же, есть те работы, на которых вы понимаете, что вы уже устали, что это не ваше, что вы это уже переросли, и тогда на таких аспектах нужно брать новую работу, новую должность, новую ответственность. И могу вам сказать, если у вас намечена новая работа на конец мая, начало июня, это не будет в легкости. Опять же, здесь может быть много обещаний с 17 по 27 мая, поэтому постарайтесь отложить это на начало июня. Там история будет гораздо интереснее, хоть и Венера будет в квадратуре с Сатурном, но это тот аспект, когда мы понимаем, чего мы хотим больше, мы хотим интереснее, но за это поначалу не будет легко. Будут определенные сложности, трудности, но тем не менее уже дальше 6 июня Венера будет находиться в соединении с Юпитером, а это к росту. И далее у нас, между прочим, 30 июня Юпитер меняет знак, переходит в знак Льва, а все то, что находится в знаке Льва, очень благоприятно влияет на Близнецов. Поэтому здесь, мои дорогие, понимайте, что 16-17 мая начинается такой достаточно сложный лунный цикл. Он продлится, он будет непростым, и плюсом у нас еще полнолуние 31 мая, полнолуние в Стрельце. Мощное полнолуние для близнецов, страх успеха, страх неудачи, страх реализации каких-то больших глобальных масштабов проектов. Здесь от этого страха можно уйти в какие-то иллюзорные истории. Не уходите в мошеннические истории, желание быстрого, легкого хайпа, успеха. Получится хайпануть и репутацию свою испортить. Не надо так делать, дорогие близнецы первой, второй, третьей декады. Держитесь за стабильность. Пока Сатурн идет по Овну, стабильность ваш лучший друг, да, подтвержденная бумажка, синица в руках, называйте это как угодно. Но опять же, расширение масштаб должны быть, движение вперед, оно должно быть, пусть и страшно. Но это жизнь, дорогие, по-другому никак. И да, мощное яркое полнолуние 31 мая должно вас способствовать двигаться вперед и расширяться. Снимайте корону, если вам кажется, что вы уже профессионал своего дела, снимайте. Лучшее упражнение для такого полнолуния – это снимать корону и говорить: я всего лишь учусь. И тогда масштаб будет приходить еще больше, и желание той жизни, которую вы хотите, будет еще интереснее. 2 июня у нас Меркурий переходит в знак Рака, ваш управитель, и в очень, между прочим, хороших аспектах кармических узла, движение вперед, движение в рост, не стойте на месте, реализовывайтесь. Опять же, здесь необходимо будет наводить ту самую коммуникацию, о которой я говорила, потому что Меркурий
в квадратуре с Нептуном. Здесь может быть какой-то потерянная коммуникация, вот все эти мошеннические истории, которые, помните, я вам говорила, все проверяйте на стабильность, потому что в широком, но аспекте квадратуры Меркурий с Сатурном в том числе. Поэтому все проверяйте, перепроверяйте. Это май и июнь 2026 года. Начало июня однозначно такое, с 9 июня точная квадратура Меркурия с Сатурном. Сделки, если они были сложные, если кажется, что остановились финансы, поездки, логистика, желание отдыха тоже в связи с бюрократическими моментами тоже может останавливаться, не унывайте. Не унывайте, распадется аспект Сатурна. Долго же он будет стоять. С 19 июня будет гармоничный аспект Меркурия с Юпитером, поэтому здесь все больше начнет получаться в конце июня. Поэтому если у вас какие-то вопросы в мае, то есть это конец апреля, май и до 20 июня, это время, когда нужно решать, культивировать очень много вопросов, решать проблем, свои финансы поднимать на новый уровень, находить коммуникацию, не уходить в легкость, желание отречения. Если будут срываться планы, опять же, здесь нужно таки понимать, на пользу они вам или нет. Все возобновится и станет чуточку лучше с 19 июня. Опять же, не говорю, что это будут какие-то фатальные 2 месяца, нет. Здесь просто может быть не то, на что вы рассчитывали. И только с 19 июня Меркурий будет в соединении с Юпитером в гармоничном аспекте с Марсом, с тем же Нептуном, когда будут и поездки получаться, и отдых. Но опять же, Венера будет в оппозиции с Плутоном. И да, у нас очень хороший аспект Плутона с Ураном, который уже идет по первой декаде Близнецов. Это новые проекты, новая жизнь, большие контракты, сильные сделки. Если в это не уходить, будет ощущение нереализованности. Близнецы второй декады в июне у вас потрясающая история на приобретение своей недвижимости, потрясающая история устройства на новую работу с хорошей заработной платой, либо же это свое дело, но оно должно быть, опять же, стабильно оформлено бюрократически, тогда будет хорошо. Венера в оппозиции с Плутоном на 19 июня. а, И что хочу сказать? Что хочу сказать? Естественно, к середине июня у нас 15 июня запускается новый лунный цикл в Близнецах, в котором как раз-таки начинаются решать все те вопросы, в которых не было движений. Опять же, да, повторяюсь, но все будет зависеть, дорогие мои, от вас, потому что не обещаю легкости, потому что у нас и Юпитер с 21 июня начинает складываться в оппозицию с Плутоном. И да, 30 июня Юпитер меняет знак, переходит в знак Льва, а это большой классный аспект для заработка очень хороших денег для близнецов первой декады, однозначно, да. Близнецов третьей декады нестабильность в вашей жизни будет вас заставлять тоже это делать. Близнецы второй декады, дорогие, у вас все максимально стабильно должно быть. Действуйте в этой стабильности, если вы ее любите. Хороший, я считаю, гороскоп. Нужно этой весной для того, чтобы ваша жизнь стала такой, какой вы хотите, дорогие близнецы, и первой, и второй, и третьей декады, здесь нужно таки измениться. Трансформироваться однозначно да. Близнецы первой декады включить новое в свою жизнь, то, чем вы раньше не пользовались. Коммуникации в вашей работе, логистика, связи, контакты, социальные сети, образование. Все это нужно подключить в вашу жизнь для того, чтобы она стала другой на порядок выше. Близнецы второй декады, у вас потрясающий выход на стабильность. Главное захотеть жить в этой стабильности. Приобретение недвижимости – это мощный такой фундамент вашей жизни, обретение и поиск очень хорошей работы, в которой вы будете как раз-таки расти. И если вы в июне хотите новую работу иметь, то у вас апрель и май очень хорошая история для повышения компетенций. Нарабатывайте их, подключайте связи для поиска работы. Близнецы третьей декады. У вас подготовка мощная к старту. У вас большой классный старт будет в июле, когда кармические узлы будут менять знак и перейдут в ось Льва в Водолее.
И это будет вас просто уже в такое большое мощное течение вашей жизни вести. Но опять же, не без страхов. С 20 июня Лилит перешла в третью декаду Стрельца, значит, близнецы третьей декады немножко будут бояться своего положения, своих возможностей, своих результатов и своих благоприятных возможностей, которые могут прийти в вашу жизнь. Дерзайте, мои дорогие, я считаю, что у вас все получится, если вы будете как белочка крутиться, договариваться со всеми, все у вас будет хорошо. Здесь главное не бояться, не паниковать, потому что до 13 сентября 2026 года Лилит находится в знаке Стрельцы, и она обязана вас просто напугать, чтобы вы никуда не пошли. А вы не бойтесь, вы двигаетесь вперед, и все у вас будет отлично. Главное, составьте свой план, как вы хотите. И не прогибайтесь под обстоятельства. Стойте на своем и двигайтесь вперед, как вы умеете это делать, близнецы. Вот такой гороскоп, дорогие. Спасибо, что досмотрели до конца. Если остались вопросы, оставляйте в этом видео. А я желаю вам потрясающей весны и классных возможностей. Пока-пока.